Я никогда не хотел жить в русском гетто здесь. Все те проблемы, которые были и обсуждались в 90-е годы, они все остались до сих пор. Никто их не решал. Налоги как в Швейцарии, а канализация как в Бангладеш. Когда мы говорим, что Израиль – это технологическая держава, здесь больше мифов. То есть, нам рассказывают, что в Израиле разработана такая технология, но в своей повседневной жизни мы ничего не чувствуем. «30 лет в Израиле, и сегодня он живет в караване. Не в собственной квартире, не в пентхаусе, не в истории успеха, которую любят рассказывать». В комментариях под прошлым видео писали разное. 30 лет и без жилья? Налоги как в Швейцарии, а после первого дождя потопы? Русскоязычные нужны только на выборах? В Израиле легко утонуть в долгах? Сегодня я поеду к Вадиму домой, чтобы задать эти вопросы ему напрямую. Но это видео не чтобы унизить и не чтобы оправдать. Это видео, чтобы понять. Понять, что такое 30 лет репатриации на самом деле. И что остается от мечты за 3 десятилетия? И какой Израиль видит человек, который прошел через все, от Мисрат Калиты до жизни в караване? Друзья, я решил расширить формат и выйти за пределы онлайн-интервью. Мне давно хотелось не только говорить о репатриации, но и показывать ее вам изнутри. В каких условиях живут люди, в каких районах и домах, где легче, а где тяжелее, и какую цену платят за свои решения. Если вы готовы пригласить меня к себе и честно рассказать свою историю, а также показать, в каких условиях вы живете, пишите мне в Telegram. Привет. Доброе утро. Сегодня снимаем вторую часть. Снимаем вторую часть. Давай посмотрим, где ты живешь. Давай, я живу в караване. Вот. И идем пройдем. Да, пойдем. Динозавра видел? Что за динозавр, скажи? Игрушка, так сказать, талисман. Охраняет данное строение и забор. Телефон, что можно звонить тоже при желании. Здесь вход. Можно позвонить. Мы снимаем видео с тобой. Да, можно позвонить. Ну давай, заходи, покажешь. Ну, расскажи, почему караван? Как вообще так получилось, что ты живешь в караване? Окей. Все пришло совершенно случайно. В очередной раз в той фирме, где я работаю, я уже много лет работаю, около 15 или 20 даже, то есть очень долго, пришло время договориться о повышении зарплаты, и мой непосредственный начальник предложил мне, что я могу вот использовать его шетах, поставить тут караван и не платить ни за электричество, ни за воду, ни за коммунальные услуги, ничего. И вот как бы на этом, с этого все началось. А то есть каравана здесь не было? Не было. Это типа ты его купил или как? Ну да. Как бы он мне купил. Он сам предложил купить? Да. А ты на тот момент где жил? Я на тот момент и жил в Рамле. То есть получается, он как бы тебе купил его, и ты живешь им бесплатно? Да. И вообще ни за что не надо платить? Вообще ни за что. Да. Ни вода, ни электричество, ни арнона, ничего. Ну а как, если ты уволишься? Если я уволюсь, у меня есть опция его забрать с собой. Но проблема поиска земли. То есть это надо договариваться с каким-нибудь владельцем участка в каком-нибудь мушаве, где маца эзурит относится к этому довольно, так сказать, лояльно. Маца эзурит — это, типа мэрии, да? Но это не типа сельсовета, скажем так, чтобы было по-русски понятно. Вот. Не все вот эти вот сельсоветы израильские, они, так сказать, закрывают на это глаза, потому что, по большому счету, это незаконно. Как бы ставить на земле. Вообще временные постройки. Мы не скажем, где ты. Мы не скажем. Нет. Не скажем. Но по факту получается, ты как бы на заводе живешь. Нет. Не на заводе. Около работы, около складов. На складе. Около. Это не склад.
А сколько вот стоит купить такой караван? Смотри, тогда, когда его покупали, стоило около 25-30 тысяч шекелей. Сейчас, в принципе, тоже можно за такие деньги купить. Весь вопрос, что за караван. То есть мой караван, у него основа из железобетона. То есть пол, арматура, бетон и такие, как рельсы стальные. Вот. И стены сделаны из панелей толщиной 10 сантиметров. То есть он очень прочный, в принципе, вечный. Например, те караваны, в которых селили в 90-е годы репатриантов, там около Петахтиквы и так далее, большая их часть, полы были построены из ДСП. И, скажем, 2-3 зимних сезона, и полы у людей, они просто проваливались, потому что ДСП – это дерево-стружечная плита, которая просто от влажности сгнивала, и караваны разрушались. Это караван, в принципе, вечный. Он шириной 5 метров на 9 метров, то есть довольно большой. Караван, мы говорим, Да. сколько стоит купить такой караван, сколько Да. стоит жить в нем в месяц? 0. Сколько стоит жить в месяц? 0. То есть я не плачу ничего, мне это стоит 0. Но я знаю людей, которые живут тоже в таких караванах, в мушавах здесь, и которые, в общем, платят за электричество, платят за воду и платят тому человеку, кому принадлежит участок, где они поставили караван, примерно кто от 800 шекелей до где-то до 1000 шекелей. То есть это по-любому обходится намного дешевле, чем жить где-нибудь в квартире в городе. Все вместе, типа, электричество? Нет, отдельно за землю где-то от 700 до 1000 шекелей и плюс вода, электричество в зависимости, сколько ты нагоняешь. А как вообще подключается вода, типа? Включается обычным... От кого, типа? Ты землю снял? Нет, от хозяина земли. То есть на земле должен стоять дом чей-то. И от этих коммуникаций уже люди подключают электричество, подключают воду, как бы, и подключают канализацию свою. То есть, как бы ты снимаешь землю рядом с каким-то домом? Ну да, это может быть в 20 метрах, в 50 метрах там, от дома. Здесь, в этом месте, где я живу, снимала семейная пара с 3 детьми. У них был караван такого же типа, но в 2 или в 3 раза больше. Он стоял где-то в 100 метрах от дома того человека, кому принадлежит этот участок. И там они жили много лет, пока их не поперли отсюда, как бы именно МАЦА, потому что сейчас летают вот эти вот дроны и фотографируют всевозможные незаконные вот эти вот кто что стоит. И если на кого-то упадет это дело, то его оттуда как бы выгоняют. Это вообще типа незаконная тема, да? Это вообще незаконное, да. То есть, если бы было это законно, то, в принципе, мы бы решили жилищную проблему у нас в Израиле очень быстро и очень дешево. Потому что, в принципе, если у тебя небольшая семья, или ты одиночка, то если есть какие-то земельные участки, которые выделены для населения, то можно просто поставить вот так вот эти караваны. Еще раз говорю, поскольку здесь основа железобетон, стены это металл с прослойкой как бы наполнителя, то этот дом, он довольно как бы долго может стоять, не ломаться, не портиться, не ржаветь, ничего, как бы, да, там 100 лет простоит. И, в общем, это заменяет жилье. Очень, очень полноценно. Одно, что нужна машина, нужен обязательно кондиционер в таком помещении, потому что летом, как бы ты не затенял, нагревается очень сильно. И как бы кондиционер минимум где-то 1,5-2 кохсус нужен. Почему это незаконно? Это типа юридически, это административно незаконно, правильно? Не уголовно, типа. Это административно, да. То есть, как я понимаю, как я думаю, что все вот это вот законодательство, которое не урегулировано, да, против этого, оно для того, чтобы побудить людей строить капитальные дома, соответственно, так сказать, нанимать подрядчиков, нанимать фирмы, платить деньги и строить как бы полноценное жилье, что намного дороже. А вообще много людей живут в караванах? Много. Я бы сказал, что много. Особенно много это, конечно, на территориях в Иудее и Самарии. И это в самом Израиле тоже практически во всех мушавах. Если проехать, то можно видеть вот такие вот караваны, которые стоят обычно за домами. Как бы вот здесь, в поселке, практически на каждом участке стоит дом, а за ним 2-3 каравана, которые сдают.
Через сколько лет он отбивается по сравнению с арендой? Если ли взять так, что ты купил недорогой, скажем, за 30 тысяч шекелей, отремонтировал его и так далее, то у тебя за год, за полтора, да, оно отбивается. Поскольку я люблю холодный климат, то мне не холодно. Максимум у меня есть обогреватель. Уже при большом желании можно поставить кондиционер на тепло, но я не люблю это. Я предпочитаю одеть лучше 2 свитера и шапку дома. И ощущать себя, как будто я в хорошем европейском климате. Значит, этот банан мне подарили вот таким маленьким ростком. Вот, он вырос, соответственно, в большой, дал тут несколько гроздей бананов. Вот, они вполне съедобные были, вкусные. И вот после того, как он дает гроздья, он отмирает, вот эти остатки, и дает новые стволы. Вот этот ствол должен плодоносить, по идее, этим летом. Вот. Ну, это как стиль жизни такой, или люди там копят на квартиры, там, живя в караване, или как? Есть люди, которые копят на квартиры, есть люди, которых это устраивает. Одно, что у тебя должен быть транспорт какой-то или двухколесный, вот, потому что нужно ездить в магазин, нужно покупать продукты, ездить на работу и так далее. И, в общем, если караван установлен в таком месте, как у меня, то это, по сути, как ехидат нофиш, да, то есть, как отдых где-нибудь в Циммере. И если ты подойдешь к окну, увидишь это поле, оливковую рощу и так далее, и тому подобное, то и тишина. Оливки эти не плодоносят, они еще молодые. Оливковый сад еще? Это оливковая роща, вот это вот. Но здесь молодые оливки. Олива плодоносит как бы через 25 лет после того, как ее садят. И вот пока они не плодоносят. Человек почти 30 лет бегает по разным городам и по схерутам, он так и не озвучил, в чем смысл такой жизни, какие цели. Если не смог заработать на первый взнос за 30 лет, это уже не жизнь, это какая-то содомия. И зачем ему все это? Содомия. Окей. Значит, у меня, во-первых, у меня никогда не было цели накопить на первый или на 5-й взнос. По большому счету, у меня никогда не было желания купить квартиру и влезать как бы в эту эпопею на 28 или на 30 лет. Почему? Я не знаю почему. Видимо, я так устроен, так воспитан. Может быть, у меня такое мировоззрение. Я не знаю. Просто я вот это вот все... Не то, что я бегал со схирута на схирут. Я переезжал из города в город. Это интересно. Из одного места в другое место. Я таким образом увидел практически весь Израиль. Не говоря уже о каких-то путешествиях там по субботам, по пятницам, на праздники и так далее. Я знаю многих людей, которые приезжают и 30 лет живут в какой-нибудь Петах-Тикве, там, в русском гетто, и платят 30 лет машканту. В итоге, как бы, да, у них своя квартира, и что? И у человека дом, работа, и вот вся его жизнь сосредоточена только вокруг интереса выплатить эту машканту, не дай бог не заболеть, не дай бог не упасть в какую-то яму. А я просто тупо наслаждаюсь жизнью. А ты не жалеешь, что не купил квартиру за 30 лет? То, что я не купил квартиру за 30 лет, я не жалею. Я жалею об одном. Когда-то в Твери, и вот там есть здание, это бывшая гостиница, где есть Машбир Лецархан в самом центре. Таких 2 башни старые. Там когда-то, когда гостиница эта перестала существовать, то вот эти вот номера автономные, там, с небольшой кухней, с душем, с панорамными, с огромными окнами, да, одна часть на Кинерет, вторая часть на гору. Вот. Эти квартиры можно было купить. И стоили они $25 тысяч. Это какой год был? Это был, если я не ошибаюсь, когда их под этой цене продавали, это был 2001 или 2002 год, как раз когда у меня дочь родилась. Вот. Или в 2001 или в 2002 году. И у меня был друг тогда, который был намного меня старше, и он мне советовал, говорил, возьми машканту и купи, пусть будет небольшая вот такая вот 1,5 комнаты квартира. И я своим, так сказать, еще, видно, не совсем доразвитым мозгом начинал думать о том, что вот я возьму машканту, я буду должен банку, а завтра я сломаю ногу, а что я буду делать и так далее. И вот из-за этого я отказался от этой идеи. То сейчас, например, вот именно по этому поводу я жалею.
деньги, долги и система. К сожалению, в Израиле очень дорожает. Если ты что-то задолжал и платить не можешь, проценты накручивают. Мам, не горюй. Или мам, не горюй. Мама, не горюй. Наверное, потому что мам не должен горевать. Мам тоже не горюй. Да. Например, если человек задолжал 100 тысяч шекелей, то ему накручивают на 250-300 тысяч. И, естественно, выезд из Израиля закроют. Нужно стараться не влезть в минус на счету. Это очень чревато, особенно когда этот минус увеличивается. Ну, я думаю, да, все дорожает, но я думаю, что не стоит вылазить за рамки разрешенного минуса. И, конечно, если у человека возникают какие-то долги, то пытаться тут же это как-то урегулировать, а не сидеть и не ждать, пока ему жареный петух в одно место клюнет. Потому что вот чем... То есть, закроют выезд и накрутят проценты, я думаю, это в любой стране. Вот. Но Израиль обладает такой... В общем-то, здесь, как правило, всегда в таких случаях можно договориться. Можно прийти в Ацата-Поле или еще куда-то там в Битуах Леуми иногда люди должны. И просто договориться, разбить это на платежи. Но это все нужно делать своевременно и не ждать, пока это все уже придет в такую точку, когда нет возврата. Кстати, в прошлый раз мы говорили о мусоре с тобой. И об экологичности, экологической чистоте израильской сельхозпродукции. Вот сними, давай пройдем и посмотри. Вот это свежевспаханное поле. И вот ты можешь просто для интереса посмотреть, сколько здесь пластика, да? Вот. Каждые 2 метра, каждые 1,5 метра ты видишь тут кучу мусора. Вот. Так что все это разлагается, все это впитывается в почву. И, соответственно... Очень вкусный продукт. И очень вкусные продукты, правда, да. Насколько Израиль сегодня дорогая страна для обычного человека? И Израиль сейчас дорогая страна, она и всегда была дорогая. Но сейчас, да, сейчас-то просто цены растут. Вот, мы можем видеть по магазинам, да, когда ты заходишь в супермаркет в пятницу, и он полупустой, то это о многом говорит, да. Люди стали намного меньше покупать. Ну, Это прям видно так? Это прямо так видно. Когда... Ну, как были толпы на кассе такая? Нет, вот именно если обратить, всегда были толпы по пятницам, да, то сейчас вот ты приезжаешь в пятницу во многие суперы, люди намного меньше покупают, люди намного меньше нагружают телеги. Ты даже можешь это видеть по мелким, по дешевым магазинам типа Максток. Да? Раньше люди приходили с телегами, каждый второй выходил. То сейчас ты смотришь, один человек пришел, ручки купил и тетрадки, второй еще что-то. Практически нет людей, которые выходят с этими огромными корзинами. Это видно. То есть можно как бы утонуть в долгах, да? Ты знаешь какие-то реальные истории других людей, кто сталкивался с минусами, с долгами? Знаю. Вот, Да. Может быть, интересная будет история. Когда-то еще в годы моей юности, да, вот первое место, где я жил, это была Тверия. И там у меня был один знакомый, он работал в каком-то небольшом подмосковном театре, он был там режиссером. И вот он переехал в Израиль, переехал в Тверию. И как раз в Твери на то время довольно так, ну, относительно, конечно, но бурлила культурная такая русскоязычная жизнь. То есть, туда приезжало много художников, там, писателей, там, режиссеров. Ну, вот, это было недорого, это был город симпатичный. И как бы так вот как-то все объединялись и общались. И вот этот человек решил открыть кафе с еще одним своим знакомым, тоже театральным деятелем, так сказать. Они взяли ссуду в банке, довольно большую, сняли помещение. И после этого вот этот вот товарищ этого режиссера благополучно все эти деньги, всю эту ссуду снял и уехал из Израиля. И он упал в очень такую большую долговую яму. Вот. И, честно говоря, я даже не знаю, удалось там ему все это выплатить. Ну, я надеюсь, что удалось, но это длилось много лет. И, в общем-то, человек был в очень плохой ситуации, потому что у него, с ним еще развелась жена. Это алименты и так далее. В Твери зарплаты небольшие, и поэтому человек как бы... Ну, вот.
Выбор продуктов большой, но все это добро завозят 2-3 поставщика монополиста и ценами вертятся как хотят. Да, это так и есть. Кстати, очень интересно, вот кому интересны ответы вот на вот эти вопросы по поводу цен, монополистов, очень интересно послушать такого экономиста, да, вот его можно найти в Ютьюбе, Ярона Залиху. Да, то есть он очень интересно как бы это все объясняет и рассказывает. Вот. То есть, да, у нас монополисты, монополия. А Ярон Залиха не тот, кто пытался баллотироваться куда-то, нет? Он баллотировался, да, несколько раз в Кнессет, и он же был советником по экономике у Нетаньягу в свое время. Потом он разругался с ним, ушел как бы. И с тех пор он пытается как бы пытался создавать несколько раз партию, как бы его час, как я понимаю, он тоже идет с какой-то партией на выборы. Но это очень мощный экономист, профессор, как бы, поэтому. Вот. Его пускают или нет? Куда пускают? В Кнессет. Ну, он не избран. Вот. Если будут выборы, то посмотрим, изберут его или нет. Ну, почему в Израиле не могут решить проблему цен и как это связано с политикой? Смотри, у нас не плановая экономика, да, у нас как бы капиталистическая экономика. Как ты можешь решить проблему с ценами? Ты не можешь прийти к капиталисту и сказать, ты не можешь продавать, скажем, килограмм курицы так, как ты хочешь, да? Это не плановая экономика. То есть, вся вот эта вот болтовня о снижении цен, это так и останется болтовней. Потому что, если вы хотите, чтобы государство регулировало цены, то тогда, в принципе, все средства производства должны принадлежать государству, и экономика должна быть плановой. Вот тогда государство производит или закупает и привозит товары и может устанавливать на них цену, исходя из своих, так сказать, соображений. Когда это частный капиталист, тем более монополист, он хочет, у него одна цель – заработать как можно денег. Ну, вот он ставит эти цены. Кто ему может помешать? В 90-х было по-другому? Или то же самое? Мне кажется, что было то же самое, но когда-то, видите, экономика Израиля была полусоциалистическая, и поэтому очень много, скажем, вещей, они субсидировались государством, там, да, были четко установлены цены там, на хлеб, на яйца, на еще что-то и так далее, тому подобное. Был даже даже в свое время налог на роскошь. И я встречал даже такую мебель, у которой приклеена марка, именно марка такая, что уплачен налог на роскошь. То есть, кровать считалась роскошью. Обычная двуспальная кровать. Серьезно? Не шучу. Серьезно. Вот вопрос из зала. Ни слова о школьном образовании не сказано. Это первое видео. Ни слова о том, что к русскоязычным врачам и служащим учреждений лучше не обращаться. Нет политической партии, отстаивающей интересы русскоязычных граждан Израиля. Ну, по-настоящему. У нас есть какая-то партия? Несколько НДИ там. Но это не русскоязычная партия. Почему ты считаешь, что она русскоязычная? Ну, они как бы не особо работают. Они никогда не работали. Много политических партий, спекулирующих на проблемах русскоязычных репатриантов. Получение высшего образования в Израиле требует очень больших денег. Смотри, насколько вот нам сейчас понятно, за последние годы мы пришли к той ситуации, когда огромное количество педагогов, огромное количество врачей, вообще специалистов там в разных профилях, которые были, огромная их часть русскоязычная, они выходят на пенсию просто. Прошло время, и они вот сейчас уже в эти годы выходят на пенсию. И что у нас получается, да, ты в любой газете можешь прочитать, что у нас не хватает учителей в школах, у нас в учителя берут людей чуть ли не без багрута, да, вот. Это все следствие того, что низкие зарплаты у этих специалистов, это то, что не подготовлена система образования, и то, что нет, по большому счету, в той же школе дисциплины, да, то есть люди не хотят там просто работать. То есть, когда школа выглядит как некий зверинец, да, то люди не хотят там работать, они не идут туда работать. Вот. И сейчас мы даже дошли до того, что предлагают ввозить в Израиль водителей автобусов. Это я слышал. Ну, это... О том, что к русскоязычным врачам и служащим лучше не обращаться. Это что значит?
Я понимаю, о чем речь. Очень часто можно столкнуться. То есть, я не полностью согласен с этим утверждением, но очень часто люди сталкиваются с тем, что они идут именно к русскоязычному, чтобы получить от него какую-то более подробную, более как бы сильную помощь какую-то, да, или совет, или еще что-то, а наталкиваются на то, что как бы их наоборот игнорируют. То есть, как бы вот этот вот русский, так называемый в кавычках там специалист, кто он, служащий, еще кто-то, он как бы из-за неких комплексов не хочет показать, так сказать, что он тоже русский, и он как бы назло этому человеку сделает что-то, какую-то услугу или еще что-то хуже, чем если бы этот клиент обратился к израильтянину. Это бывает, это встречается, но это не повсеместно. А почему нет Вот. политических партий, отстающих интересы русскоязычных граждан? Во-первых, потому что нет, мы об этом, кстати, говорили, нет такого понятия, как русскоязычная община. Вот, то есть, мы все разные, мы не объединены вообще никак. Все русские партии, которые были, они чем угодно занимались, но не защитой и не продвижением интересов русскоязычных. Вот. Все они, как бы, вот была партия Шаранского, я уже не помню, как она называлась, да, было много партий. У нас когда-то русскоязычных депутатов было там больше 20 человек в Кнессете, да, то есть, все те проблемы, которые были и обсуждались в 90-е годы, они все остались до сих пор. Никто их не решал. И я уверен, что все эти русскоязычные депутаты, они не были заинтересованы вообще в том, чтобы что-то решать. Насколько я знаю, вот было 2 депутата, которые как-то именно конкретно помогали отдельным людям, довольно большому количеству, но это была какая-то индивидуальная помощь. Вот была такая депутат Марина Солодкина, был такой Юрий Штерн. Вот. А все остальные нет. Это просто-напросто как бы работа, чтобы накопить себе на пенсию, на все что угодно. Но это не забота, там не было никакой идеологии. И поэтому мы имеем сейчас все те же самые проблемы, которые были 30 лет назад. А вот по поводу, что политические партии, спекулирующие на проблемах русскоязычных репатриантов. Ты сейчас в последнее время как бы в курсе событий с буллингом на Тане? Там, ты веришь в то, что... Очень много этих случаев. Что они реально хотят помочь, а не просто перед выборами пропиариться? Какие-то такие отдельные случаи, они могут быть как-то решены, там, урегулированы, но, в общем-то, вся тенденция идет сделать так, чтобы разобщать общество. Это выгодно. Я помню, вот еще с 90-х годов было, например, русские партии, значит, они строили в основном всю свою пропаганду на чем? Что мы, значит, добьемся, чтобы были гражданские браки. Мы добьемся того, чтобы была конституция, чтобы были светские захоронения. Мы, значит, увеличим пенсию пенсионерам. И там еще ряд вещей. До сих пор никаких гражданских браков нет. Конституции нет. Ничего вот из того, что они как бы уже 30 лет нам обещали, ничего нет. Понимаешь, как? Чувствовал ли ты, что кто-то реально защищает интересы репатриантов? Честно говоря, никогда не чувствовал, что кто-то защищает интересы репатриантов. Или это всегда была предвыборная тема? Вот, на мой взгляд, да, это всегда была предвыборная тема и, как правило, ориентированная на пенсионеров. Израиль стал более религиозным за 30 лет? Израиль стал намного более религиозным за эти годы. И я бы сказал, что он стал очень религиозным государством. Да. Кстати, не так давно мэр Хадеры заявил, что наконец-то закрылось последнее кафе в Хадере, которое было не кошерное и было открыто по субботам. И теперь полностью Хадера кошерный город. По поводу соблюдения суббот. Тебе комфортно жить в сегодняшнем Израиле? Мне, в принципе, комфортно жить. Вот. Но раньше было более комфортно жить в Израиле. А что сейчас некомфортно? Вот именно это религиозное засилие, именно все меньшая доступность чего-то, скажем, каких-то развлечений и так далее по выходным и праздникам. Все вот эти вот ограничения, которые как бы постепенно они вводятся в государстве, да, они мешают нам жить.
Это мы сейчас куда пришли? Это вот оливковая роща, которая открывается вид у меня со двора. Вот. Оливы молодые, поэтому они еще не плодоносят. Им меньше 25 лет. То есть надеемся, что в скором будущем тут люди будут собирать оливы. Ну вот, обратите внимание, какая здесь тишина. Обрати внимание. Да, то есть отличается от любого города. Ни тебе шума транспорта, ничего нет. Сегодня, конечно, суббота, но все равно и в будние дни как бы тебе могут мешать только какие-то звуки природные и звуки нашей израильской авиации периодически. А в этом на складе нету шума? Смотри, если днем, то я работаю, я не нахожусь дома, поэтому я этого Ну, не ты можешь ощущаю. сюда домой зайти так. Ну, обычно я этого не делаю. Чтобы ни у кого не возникло мысли путать работу и дом, да? Чтобы не было ощущения, что я доступен, так сказать, 24 часа на 7, да? Вот. То есть этого я не делаю. Вот. То есть, скажем, после окончания работы я, например, даже не отвечаю на телефон, если кто-то, ну, по работе звонит, да? То есть меня нет. Если ты эти рамки поставишь правильно, то это работает. Если ты не поставишь, то как бы там, где ты палец дашь, да, тебе всю руку оторвут и съедят. Качество построенных домов отвратительное. Я первый раз видел, как из пола в душе вдруг пошла вода из канализации. Это было 2 раза. На полу плавало говно. Ну, это есть реально такое, да. Не С каждой всегда минутой она прибывала. Сантехник ничего не мог сделать, бился 3 часа, я вместе с соседями, которые пришли на помощь, вычерпывали дерьмо, выливали в окно. Ты смеешься, но такое бывает, есть такое. Я испытал такой стресс, который можно сравнить только с пожаром. И вдруг в один прекрасный момент нам объявили, что надо реконструировать наш дом, и надо будет заплатить 30 тысяч шекелей. Ну, поменять канализацию, наверное, да. Ты сталкивался с плохим качеством строительства? Я лично не сталкивался, потому что своего жилья у меня не было. Но я сталкивался, например, с такой ситуацией. Я не помню, я рассказывал или нет, что когда я снимал одну из первых квартир еще в Твери, да, то у меня, например, просто не было окна в салоне. Салон был на всю стену, и он был без окон. Не, ну а как бы вот это то, что канализация, она идет как бы не внутри стен, а снаружи. Да. Это был, кстати, шок, когда я приехал в Израиль, что все коммуникации, они до сих пор в старых домах, они все сделаны на улице. Если труба потекла, то по стене... Если потекло, то все это ощущают. Но очень быстро найдут неполадку, потому что все услышат специфичные запахи. Вот налоги как в Швейцарии, а канализация как в Бангладеш. Ну, есть в этом только правды, да? Почему каждый год во время дождей мы видим потопы? А очень просто. Потому что у нас нет планирования в рамках как бы... Нет общегородского планирования. И получается так, что, скажем, дают разрешение подрядчику построить, например, 4 новых дома. Вот. И все это подключается, скажем, к канализации. 20-этажные дома, где будет жить, скажем, условно говоря, 4000 человек, подключается к той канализации, которая рассчитана на, скажем, 1000 человек. Поэтому вся эта канализация не справляется, плюс не очищаются все вот эти вот водостоки и так далее. И поэтому каждый год мы получаем одно и то же, к сожалению. То есть это системно? Это системная проблема, но которая вполне решаема при желании. Просто ни у кого нет желания, потому что каждая вот такая ситуация и последующее устранение, да, этих проблем – это новый подряд и новые деньги для тех, кто именно на этом зарабатывает деньги, правильно? То есть это выгодно. А почему никто не возмущается? Люди возмущаются. Я ни разу не слышал, что кто-то возмущался. Я слышал, что даже иногда пытаются подавать там коллективные иски против мэрии и так далее. Просто все это тянется десятилетиями. И потом, чем оно заканчивается, особо нам никто не рассказывает. Да? То есть я тоже не слышал. Вот
вот есть такое, что типа налоги, да, берут. Да, Арнону повышают Ты и чувствуешь, так что ты далее. получаешь качество какое-то, услугу от государства за эти налоги? Меня просто забирают и в никуда. Я думаю, что жители некоторых городов и некоторых районов, они, да, чувствуют, но основная масса не чувствует. Особенно небольших и периферийных городков. За 30 лет стало лучше, или мы просто привыкли? Я думаю, что привыкли. Израиль технологическая держава, почему дожди до сих пор парализуют города? Ну, потому что, когда мы говорим, что Израиль – это технологическая держава, здесь больше мифов. Правильно? У нас до сих пор нет, например, умных светофоров. То есть, нам рассказывают, что в Израиле разработана такая технология, но в своей повседневной жизни мы ничего не чувствуем. Больше всего вот она вот эту любит. Сейчас мы вытопчем. Вот. Вот эту она любит, Алексей. Это что-то типа пшеницы, да, как я понимаю? А пшеницу ест? Ну, вот видишь она. Вот она эти листья очень любит. Расскажи, как у тебя появилась собака? Это собака, которая вот по случаю, так сказать, у меня появилась. Вот. И она из УТФ-газа. Кстати, после вот этих всех событий 7 октября. Ты хотел собаку? Я вообще с детства мечтал о немецкой овчарке. И никогда у меня не складывалось и не получалось. Тут у меня знакомые предложили, что вот есть такая собака, которую нашли. Хозяева, как бы, они погибли, их нет. И я приехал, и как бы совершенно так мы с ней пообщались, и я ее взял себе. Вот газа? Нет, ее привезли сюда, недалеко от Иерусалима. Просто человек, который ее оттуда привез, да, милуимник, он как бы знал, где я живу, и мы как бы увиделись, и он у меня целенаправленно, в принципе, спросил, хочу ли я, потому что она не подходит для дома, он отвез ее к своей матери, как бы домой, и что она не подходит для дома. Вот. А у меня все-таки здесь и природа, и двор, и так далее. И так получилось. Караван с собакой — это про свободу? Я думаю, да, это про свободу. Это еще раз про то, что мы живем ради удовольствия. То есть, она требует больших длительных прогулок, и мы с ней гуляем утром, там 1,5 часа, вечером. Она со мной может ездить и на работу я ее беру и так далее. И не всегда, конечно, но... Не страшно гулять одному? Нет. А тем более с собакой не страшно. Она весит 40 килограмм, не забывает. Но она не агрессивная. Она не агрессивная, но как бы когда надо, то... Думаешь? Я не думаю, я знаю. А что, было такое, что кого-то напало? Напала не было, но как бы она проявляет. Если как бы, кто-то ведет агрессивно как бы по отношению ко мне, то она, да. А почему синяя борода? О чем-то поспорил я с дочерью по телефону, как бы, да. Мы с ней поспорили и решили, что как бы тот, кто проиграет, делает то, что противоположная сторона как бы хочет. И вот я проиграл, и она мне вот такую вот, значит, идею. А покрась вот бороду, сделай цветную. Ну, я покрасил. Вот. А потом как-то мне понравилось. И вот так вот. Люди улыбаются, и как бы и людям приятно. Настроение поднимается, и мне хорошо. Говорят, что синяя борода, у кого много женщин. Ну, это не мне судить. Расскажи, чем ты живешь вне работы? Когда-то я прямо очень активно занимался живописью. У меня были выставки, как бы я участвовал, и у меня была и персональная выставка, и картины выставлялись у меня в Германии. Денег это мне особо никаких не принесло. Ну да, это не ради денег. Вот. То есть, это может быть смесь, так сказать, реализма, примитивизма, абстракции. Ну, здесь нечего особо рассказывать, как бы. Сколько вот времени уходит на одну картину? Если это масло, то день или два.
не более. Если это акрил, то намного, Как еще происходит процесс то намного дольше. рисования? То есть у меня возникает какая-то идея, я ее начинаю, и она постепенно обрастает разными, так сказать, деталями и символами. Вот. Но это вот муха называется, кстати. А продавать картины? А продавать их никто не покупает. Ну вот, например, такая. Вот. Это типа аллегория такая, это на тему Чукотки и как бы с одной стороны, да, вот Хиранга, горы там, полярный круг, ну, тут евреи. Это река тоже как вот живая. Ну да. А, ты обратил внимание на глаза? Ну да. Ну да. Ну это вот тоже такая, как абстракция. Но у меня почти везде горы. Ну, политические темы хочешь, так сказать. Но это издалека надо. Мамаша. Ты счастлив? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Ты больше израильтянин или человек из 90-х? Я израильтянин, конечно. Я плохо понимаю, что такое человек из 90-х. Но, в общем-то, я живу так, как хотел, еще в том плане, что я никогда не хотел жить в русском гетто здесь. То есть, я видел, что такое это русское гетто, например, там в Хайфе на Адаре когда-то или в Петах-Тикве и так далее, так далее. Я всегда считал, что если я приехал, так сказать, в Израиль, в данном случае мог бы приехать там в Америку или еще куда-то, да, я никогда не хотел жить вот именно в русском гетто. Поэтому, скажем, я работаю на работе, где нет русских, большая часть моих знакомых и так далее, и друзей, это не русские. А что такое русское гетто, по-твоему? Русское гетто, по-моему, это когда ты смотришь русское телевидение, когда ты больше понимаешь о жизни в России или на Украине, или, скажем, в Беларуси, или там в Прибалтике, да, чем в той стране, где ты проживаешь. Это когда у тебя замкнутое общение вот именно в своей, так сказать, языковой и культурной среде на 100%. И таких людей очень много. Им так комфортно. Это их зона комфорта. Я никогда этого не хотел, и поэтому... Русские врачи, русские магазины, вот это все. Да. То есть, полностью твоя жизнь сконцентрирована, то есть, вот в одном месте, да. Ты идешь и в русский магазин, там не за каким-то специфичным русским продуктом, а ты идешь купить лук туда. Да, то есть, этим самым ты ограничиваешь себя и как бы вот держишь, так сказать. Я знаю людей, не поверишь, которые по 30 лет живут в Израиле, они 2 слова не могут на иврите связать. Вот именно по этой причине. То есть, им не нужно, но у них это их зона комфорта, им так вообще классно, они счастливы. Это их выбор, то есть, так им комфортно. И слава богу, мне это не мешает. Им это не мешает. Вот. Скажи, тебе не скучно здесь одному? Нет, мне не скучно одному. Совершенно. Нет. Типа, как бы это для определенных людей или... Я думаю, те, кто самодостаточны сами с собой и кому не скучно, как бы... То есть, у меня, если есть потребность в общении, так я общаюсь. Но, как правило, у меня нет особо большой потребности в этом. Чем тебе нравится Израиль? Чем мне нравится Израиль? Я сам себе в нем нравлюсь. Это самое главное. Вот. Мне нравятся здесь люди, скажем так. Люди, ограниченно, можно сказать, природа, но не климат. Вот. И мне просто самому с собой здесь комфортно. В Израиле больше плюсов, чем минусов? Жизни в Израиле. Жизнь в любой стране – это сочетание плюсов и минусов. То есть, 100% нет на земном шаре такой страны, где вот тут есть плюсы, а там минусы. Нет такого. То есть, мне здесь комфортно. Это твой дом? Это мой дом, конечно. Дом – это место или состояние?
Дом – это состояние, ну и, конечно, да, частично физическое место, да, конечно. Конечно, с его запахами и так далее, с течением времени. Это Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка.